Всем большой привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой сладкий канал Lydia Sweets. Я хочу с вами сегодня поделиться рецептом одного из моих самых любимых десертов. Это торт панчо. Очень вкусный, безумно нежный, идеальное сочетание вкусов и текстур. Обязательно сохраняйте рецепт, а мы пока с вами приготовим бисквит. Для этого яйца смешиваем с сахарным песком и добавляем щепотку соли. Яйца у меня комнатной температуры, сахарный песок я буду добавлять несколько приемов и взбиваем миксером на средних оборотах буквально 10-15 минут. Нужно, чтобы сахарный песок полностью растворился, масса увеличилась в объеме, она посветлеет, станет очень пышной и воздушной. Также по желанию можете добавить ванильный сахар, либо экстракт ванили, и также все смешиваем до однородности. Затем добавляем растительное масло, у меня без запаха, и смешиваю лопаточкой снизу вверх поступательными движениями, чтобы сохранить воздушность массы. И затем будем в конце просеивать сухие ингредиенты. Я просеиваю в несколько этапов пшеничную муку. Я никогда не пропускаю этот момент, потому что пшеничная мука, она иногда собирается комочками, бывает довольно-таки тяжелой текстуры, поэтому нужно ее просеять, чтобы избавить от излишеств и насытить кислородом. Также добавляю какао-порошок, у меня итальянский очень хорошего качества, он прекрасно звучит в выпечке, и добавляем разрыхлитель. Также все просеиваю через сито, чтобы не было никаких комочков от какао-порошка, и смешиваем до однородности вот такими поступательными движениями венчиком. Именно такая техника способствует сохранению воздушности и нежности в дальнейшем текстуры, да и в целом бисквита. Вот такая масса у нас получается. Также я подготовила простынь, выстелила пергаментной бумагой. Он у меня силиконизированный, очень хорошего качества, поэтому смазывать его ничем не нужно. Я просто выкладываю массу, разравниваю ровным слоем, стараюсь создать форму квадрата, чтобы в дальнейшем с этим было легче работать, и разравниваем шпателем. Обязательно полную гранулировку ингредиентов, подробное описание и температуру выпекания я оставлю под видео. И спустя время, когда у меня бисквит готов, я даю ему полностью остыть. Он получается очень воздушный, пористый и влажный в меру. И тем временем пока приготовим крем. Для этого холодные жирные сливки я наливаю в глубокую емкость и также через сито пропускаю сахарную пудру. В данном случае крем не нужно будет взбивать до устойчивых пиков, достаточно просто все хорошо смешать и немного взбить. На это уходит буквально 2-3 минуты. Так как сливки холодные, поэтому взбиваются они довольно-таки быстро. И затем добавляем творожный сыр. У меня Филадельфия, вы можете использовать маскарпоне. Так как я немного пропустила такой момент, что первоначально, если вы хотите, вы можете сперва взбить отдельно и размягчить творожный сыр миксером, а затем добавить сливки. У меня крем получился немного с комочками, но это абсолютно не влияет на вкус, потому что в конечном итоге получится просто идеальный разрез. И крем получается очень вкусный. Пока убираем в сторонку, тем временем, когда уже у нас бисквит немного остыл, я делю его на одинаковые полоски, нам нужно будет разделить на квадратики, и затем приступим к сборке торта. Бисквит получается очень влажный, очень пористый, нежный и очень вкусный. В этом рецепте бисквита достаточное количество, поэтому, если что, вы можете отдельно с ним также попить чаек. Также нам понадобится ананас, для этого сливаем сок. Нам нужен очень сочный, вкусный ананас в этом торте. У меня очень хороший консервированный, я сливаю сок. Нам понадобится только ягодки и также форма. У меня стеклянная салатница, вот такая вот, я ее выложила сверху пищевой пленкой. И создаем некую такую форму в дальнейшем. И начинаем обваливать каждый кусочек бисквита в креме. И достаточно хорошим слоем крема выкладываем сверху и выкладываем в миску. Здесь мы будем формировать наш будущий тортик. Я выкладываю в некотором таком шахматном порядке. Создаю такую выемку. Сперва выкладываю на дно, заполняю дно и затем начинаю выстраивать стеночки из бисквита и крема. По желанию, в любом случае вы можете выкладывать кусочки ананаса, они у меня довольно-таки крупные, разрезать я их не стала, потому что это и так очень вкусно. И в данном случае крема нам нужно будет достаточное количество, потому что по мере того, как тортик будет стоять в холодильнике, бисквит еще немного впитает крем, поэтому я слегка вот такими вот движениями чуть-чуть прессую и немного утрамбовываю кусочки бисквита вместе с кремом.
Важно, чтобы здесь все было равномерно. Крем, бисквит и ананас. По желанию вы можете добавить грецкие орехи, но в данном случае я добавлять не стала, потому что и так получается тоже очень вкусно и нежно. И затем сверху последним слоем нам нужно будет перекрыть также бисквитом и кремом. Ананасы у нас получаются запечатанные внутри. И сверху затем закрываем пищевой пленочкой и отправляем в холодильник минимум на 4-5 часов, для того, чтобы тортик у нас пропитался хорошо. Но я его отправлю на всю ночь. На утро следующего дня уже можно приготовить последний завершающий этап в виде шоколадной глазури. Я просто смешиваю шоколадные дропсы со сливками и короткими импульсами начинаю растапливать в микроволновке по 15-30 секунд. Несколько раз обязательно помешиваю. И на утро у меня тортик уже прекрасно пропитался. Я открываю и освобождаю от пищевой пленки, выкладываю на тортницу. Также сверху протираем миску. От конденсата она немножко увлажненная, но это нормально. Освобождаем от пищевой пленки. Посмотрите, какая красивая полусфера у нас уже получилась. Осталось только украсить ее шоколадной глазурью в виде классического рисунка. Я шоколадную глазурь выложила в корнетик, сделала небольшой надрез и вот такой непроизвольной форме начинаю обливать шоколадной глазурью. Излишество убираем лопаточкой, также подчищаем миску с помощью влажной салфетки и можно подавать на стол. Посмотрите, какой красивый получается торт в разрезе в виде шахматной доски. Очень красивый. Получился он безумно вкусный, очень нежный. Идеальное сочетание крема, шоколадного бисквита и ананасов. Это очень вкусно. Обязательно сохраняйте рецепт. Поделитесь моим видео, если вам он понравился. Также сохраняйте, чтобы его приготовить. И если вы хотите получать больше вкусных и проверенных рецептов, то обязательно подписывайтесь на мой канал. А я с вами не прощаюсь и до скорой встречи на моем канале Lydia Sweets. Пока-пока, друзья!